Отвратительно, никогда не пофиксит. Респект. Сложный персонаж, просто 24/7 сквозь щит убивает. Но он имба, но на нем надо очень много уметь играть, потроллить чисто на праках, порофлить, хикать. Скрытая имба, я бы так назвал. Он, можно сказать, заставляет тебя в атаке играть по-другому. Если вы кого-то убили, вы легенда. И это невозможно. Пашок троллит. В тренингах. Бегает в тренингах. Всем привет! Сегодня мы расставляем оперативников, составляем тир-лист. Поехали! Давай сначала разъясним, какие у нас тир-листы. Я предлагаю тир S. Это будет прям мега имба. Ну вот, если Мета. Ну типа, ну не то, что мета. Мне кажется, вот надо, ну мету можно ва. Можем назвать данный тир «Спасибо, разработчики». Спасибо, разработчики. Вот, давай. Ну вот именно не мету, а вот мета можно ва. А вот S это будет прям... Спасибо, разрабы. Да, это прям респект вообще. Ну сразу соль пихай. Сразу запихаем туда соль, потому что это персонаж... Азами. Вот соль это персонаж такой, где ты просто не можешь даже в карту дронами заехать, не можешь никакие приплей составить, у тебя просто ноль всего, ты без инфы, видит, если ты хочешь запушить блицом, у тебя нон-стоп сканет. Короче, персонаж мега имба, не фиксит, не пофиксит никогда. Видит отца, видит Леона, когда у него КД. Видит финку, видит очень много персонажей, Шакала, Видит Шакала IQ, в обилке, да. Видит, когда ставит плент, просто мега имба, никогда не пофиксит. Азами туда же, персонаж полностью меняет карту, просто вот один персонаж тебе дает намного больше спейса, намного больше контроля карты, ты просто эти камни бесконечно лепишь. Сколько, 5 штук у меня? Да. Отвратительно, никогда не пофиксит, респект. И еще причем не до конца даже исследованный персонаж, потому что как сейчас могут сделать... Нашли новые темы, там типа ты делаешь дырку через этаж и лепишь, получается, один камень на стенку нижнего этажа и на него второй, и у тебя получается просто камень по центру комнаты, который раньше не знали, что даже можно налепить. Эйс, это метовый перс. Я думаю, всегда будет в мете, потому что пропилить снег. Я думаю, даже можно в ТРС в основном просто потому, что у него по сравнению с остальными пропилами просто имбовая пушка. У него имбовая пушка. Пропил супер У универсальный. него единственный минус, что он не может люки нормально пилить. Ему надо тратить 2 чарджа из 3 на люк. Это вот единственный его минус. Пушка имба, есть бричи. Да, раньше еще смоки были. Раньше смоки когда были, это было вообще топ. Особенно на некоторых картах. Нормальный перс. Yes. Полезный. Монтаж. Не, давай, подожди, если у нас тир S это спасибо разрабы, тир А это у нас что, это база? Это база. Тир Б у нас будет, тир Б у нас будет ситуативный. Вот тербы ситуация. С не советую, Да, Д это вообще, забудь. Да, забудьте, вообще не существует. Значит, монтаж ситуативный, это что у нас это Да, был? Б. Б, вот. Он такой полезный перс. На некоторых, так сказать, некоторых раундах можно взять и достаточно очень легко выбить какую-то позицию там на клубе, на катволке, если ты понимаешь, что у челов особо нечем держать катволк. Можно взять монтажника, просто дойти, дать по башке, челок трусить на катволке и все. Ты все за секунду, а без монтажа тебе приходилось бы это делать вечность просто. Поэтому такой перс, вот если ты каждый раунд пикаешь, то у тебя, естественно, не получится, тебя законтрят, ничего не сможешь, будут ожидать. Но если удивить, то нормальный перс. Альби, как будто забудьте. Да почему? Как будто база. Не знаю, у него сейчас из того, что у него есть, это ган и пистик, который делает ротейт. А билка вообще useless. Почему? А билка на окнах вообще достаточно полезная, я бы сказал. Если ты будешь вот так в аутсайд сразу вылазить головой. Да нет, просто это вообще мега неудобно на мапах, типа вот на клубе на спальне, когда ты просто в тряк на 3 иллюзии кидаешь, и челы, если в них пикают, вообще мега неудобно, когда у тебя перед лицом просто эта иллюзия стоит. Может быть, да. Не знаю, мне кажется, импакта не хватает. Точно не забудьте, точно не С, мне кажется. Мне кажется, Б. Постреляться пойдет. Да. Побегать, постреляться с кайфом. Когда все твои кенты заняли нормальных оперов, можно и альби взять потроллить. Да. Когда все пушки нормально заняты. Амару. Считаю, спасибо разрабам. Тирес. Амару, в текущем мете точно Тирес. Тирес. Просто миллион карт, миллион окон, люки везде влетают, еще когда в игре, в принципе, звука нет. Тут еще Леон, ДКэби постоянно в пике, звонят, гудят, и у тебя еще Амару улетает. Дробовик у него сейчас открыли, что у нее есть дробовик, кажется. И дробовик этот просто сносит за 10 километров ваншотом, поэтому респект за такого персонажа. Next. Я считаю базу. Да. Конечно. Я согласен полностью. Полезный перс. ДМР-ка. ДМР-ка, хорошая пушка, можно подолбить ротейты кулаком. Но как будто бы сейчас есть, Хибана чарджами прокидывать, вообще тебе труда не составляет. Плюс есть Браво сейчас, которая хакает. Браво так, хакает, конечно, что все равно не всегда помогает, потому что тебе надо все равно этот Аруни трап как-то прикрыть, чтобы он выключился. Но, в принципе, перс такой пойдет. Хотя бы спасибо, что пофиксили, то, что навсегда Браво и хакаешь Аруни трап. Типа это полезно, когда там челы импактами трикают через эту тему. Аша. Это тоже как будто не имба, просто ради пушки. Ты берешь не ради чарджа, а ради пушки персонажа. Иногда ради чарджа. Мало когда. На скайскрэпере. Офис открыть. Вот именно против Азами той же самой,
нормал, потому что тебе надо ломать эти камни, у тебя не может Да, быть. мне кажется, вот все, что надо знать, это вот Шайко банит Яну, он берет Ташу. Ташу, и все, и дроп Всё. 15-0. Все. Тут больше ничего про оперативника не надо знать. Бандит. Ну, ситуативный. Не как бы... Ну да, ты не на всех картах можешь сидеть, трикать стены. Да. Это должна быть такая карта, где у тебя есть, так сказать, сейвовый уголок. И то он не всегда сейвовый, тебя всегда могут откуда-то там взорвать, оглушить. Плюс, короче, бандит сложный персонаж. Надо понимать, как ты можешь трикнуть, прикрывает ли тебя, получится ли у тебя это сделать, можешь ли ты вообще на этой карте трикать. Такой персонаж вот именно под определенные точки. Не всегда ты можешь пикнуть, потому что ты можешь пикнуть его всегда, поставить ток, но сейчас есть и импишки, и тэтчер почти всегда сейчас открыт, поэтому особо смысла в этом нет. Ну, просто как бы utility персонаж. ББ. Забудьте. Ну, тут сложно сказать. Я думаю, если бы тут был Доки, он бы поспорил. Я тоже фанат ББ, но... Ну, не знаю, с добавлением если бы как его не будто- ваншотал сквозь щит 90% времени. Факт. Вот если, Было бы норм, если у нас тир-С, спасибо, разрабы, ну, типа, за крутого персонажа, то тир-Д у нас должен быть, ну, типа, забудьте, спасибо, разрабы, что... Типа ББ, когда выходил, был просто Забыли перс исправить. имбина, чисто как танк. Да. Там на нем все, либо ты на окне апсайдаун репелишь, у тебя только щит торчит, у него был 500 хп или сколько-то невозможно убить. Либо ты просто вперед ползешь, тебя тоже убить не могут. Сейчас перс чисто, я не знаю, у него этот щит, ты быстрее умираешь, чем этот щит ломается. Да. Просто 24/7 сквозь щит убивают. Блиц. Респект. Ну, как будто не тир-С, но как будто база. Ну, база, но, мне кажется, Ну, в Юле, вот конкретно компетитив сейчас такая база. ну это вообще дефолт абсолютно. Но, Ну, да-да, я считаю, в принципе, мне кажется, он слабый персонаж. Нет. Но он имба, но на нем надо очень много уметь играть. Да, мне кажется, больше зависит от человека. На самом деле, топер-то неплохой. Потенциал у оперативника Ему большой. надо много чего контролировать, понимать. Ну, зависит от человека. Но Ну сам, да, сам короче, оперативник в как принципе, бы базовый. пойдет, да, запихивал. Ну, там больше про него, мне кажется, особо нечего рассказывать, кроме того, что играть надо аккуратно, потому что его видит соль. Да, ну вот единственное, мне кажется, еще главный его минус, что его просто нон-стоп видит соль. Мне кажется, это какой-то баг или недоработка, потому Нет, что... почему? Ну, Считаю, да, ну, у него, достаточно- я понимаю, если бы он врубал обилку, у него пока КД, как у Леона, его показывал бы соли. Но то, что его нон-стоп видно, мне кажется, это такая себе тема. Оставим размышления эти разработчикам Да, и пожелаем удачи. респект. Next. Браво, я думаю, сейчас это вообще... Base. Ну, как будто, Не знаю, как мне будто кажется, не супер тирес. Как бы... Ну вот я не знаю, ну вот Твича и Браво, мне кажется, сейчас в текущем мете это отличные персы, потому что очень много трап. Но только прикол в том, что некоторые ты можешь взломать, а некоторые ты можешь сломать Твичой, поэтому, наверное, база, да. Потому что ты не, так, не универсальный персонаж. Ну да. Там миры окна те же самые ты не откроешь. Ну, короче, в базу ее кидаем, потому что перс полезный. Но если бы она могла все ломать, это, конечно, был бы имба, но, слава богу, она ничего не ломает. Поэтому нормальный перс хороший, если грамотный человек катается на дронах, можно много полезной инфы для себя собрать, можно много всяких трапок сломать, проползти куда-то. Нормальный перс. Баг, считаю, база. Баг, ну да. Это... Дали очки, дали гансикс. Есть флешки, что ты можешь флешки прокинуть, гасиксом сломать, вертикалка всегда полезна. Еще ей, ну и как бы, да, вместе с флешками. На том же самом короче, консульстве очень много лестниц, ты просто шотганчиком можешь перестрелять в упор кого угодно. Хороший перс. Больше Вот. добавить, считаю, нечего. Капитала, ну это респект. Ну, мне кажется, не то чтобы даже и... Ты прикинь, забаненного мая игра против Капитала. Не, ну это, конечно, да, интересно, но... Ну, персонаж контролит только в май. Все, Ну, вообще без мая ты можешь делать, что хочешь. Скрытая имба, я бы так назвал. Ну да, такой, не все знают Еще и с его очками. тайны. Не С все, очками и с гансиксом. не все знают его тайны, Да. но он очень силен. Касл, Ситуативный, очевидно. ну да. У тебя просто есть стратегия, где тебе нужно каким-то образом Особенно- контролить карту или там блокировать какие-то точки входа. Ну еще плюс то, что, ну вот, еще если карта большая, и ты понимаешь, что тебе надо удержать одному какое-то большое пространство, просто отрезаешь себя каслом, делаешь себе, так сказать, сейф-зону и в ней гуляешь. Ну, такой, да, ситуативный персонаж не всегда можно пикать, не на всех картах явно. Дальше забыли. Это вот потроллить чисто на фрагах, порофлить, похикать. Клэш. Ну, как будто бы это имбина лютая, но впадло не играть с ним. Согласен. Поэтому- Ну, ситуативная просто, ну, кажется... А этот тир, ну что вообще? Зачем это нужно тогда? Я забыл, что там. Что это? Забыл, что мы в него хотели класть. Ну, что-то хуже, чем... Не совсем плохо, чтобы забыть, но как бы и даже не ситуативно, ну, настолько плохо, что даже по ситуации не Ну, возьмешь. Клэша явно сегодня подходит. Не, не это подходит. имбина, но она не просто Вот как впадло, впадло. будто док туда входит. Нет? Ну вот да, и рук, наверное. ну, типа, он как бы круто, да, у тебя там... Хил, полторашечка, все с кайфом. Ну, Да. как будто и Ну, даже- пистолетик ротейты делает. Даже не по ситуации, просто если у тебя, не знаю, очко, очко Ну, сгорело. первым будет. Вот если у тебя очко просто сгорело, и ты хочешь... Не, ну на картах сказать, вот типа прекрасных, типа бордера, где можно порофлить, побегать, вот этих Именно, трех именно. персонажей как раз берешь. Вот ББ, Кавейра, Док, и вообще с кайфом все ощущаешь.
ДКБ это имбина. Тут Вообще, даже это мега имба. нечего объяснять, мне Они кажется. вот еще открыли люди, что у них есть СМГ, оказывается, и просто началось. Не то, что открыли, его просто, типа, так, мне кажется, бафнули просто немножко. Раньше там вообще просто ужас был. Ну да. Но сейчас там ДКБ это чуть ли не либо инстабан, либо инстапик. Если она есть, ее всегда возьмут. Супер-мега полезный перс. Особенно, когда есть соль, которая тебе ломает всех дронов, ты просто берешь ДКБ и идешь и вообще не паришься. Я думаю, как сказал бы Пашок, или уже сказал, перс, который аффектит всю мапу, literally имба. Дока без вопросов. Дока вообще имба. Эхо, но ситуативный тоже. Ну, Очевидно. Возможно, даже впадло. Нет, ситуативно. Ситуативный? Конечно. Я бы, возможно, даже в базу бы усунул, просто потому что мне очень сильно нравится Уган. Но, мне кажется, мне единственному он нравится. Мне не нравится Ганных. Мне кажется, Сэвиджу нравится. Мне кажется, ему очень нравится. Ну да, вот ради него. Не, ладно. Ладно, Давай, ничего. ситуативно оставим. Элла? Ну, как будто, не, ну, как будто С. Ну, вообще, да. Можно там на сервер лестницы присесть шотганчиком, что-нибудь такое придумать, там, в Атике шотганчиком. Ну, такой персонаж, чисто вот в одну комнату забуриться, кинуть себе на одну, на вторую дверь трапы и сидеть просто терпеть, пока на тебя не начнут заходить, и ты под садом их не убьешь. Я думаю, да, как раз-таки сюда она относится. Финка, я думаю, сюда же. Ну, вот, мне кажется, Финка на самом деле в Б должна быть ситуативно, потому что... Ну, не знаю. Мне кажется, все забыли про ее вообще смысл обилки того, то, что там по колючечке ты можешь быстрее пойти, отфлешиться ты можешь с помощью обилки. Рекойл, я не помню, сейчас меньше или меньше, или меньше. Не, рекол не меньше. Ну, вот то, что она может отфлешить тебя, ну, типа под гингу, мне кажется, забыли. Ну, помнишь, как на Бразилии часто Ну, делают? да, да. Мне кажется, Ну, по ситуации можно влепить. Ну, все равно не как впадло играть. Ну, ладно, давайте. У нее ганы типа очень Согласен, слабые, да, мега согласен. слабые, поэтому на них впадло играть. Twitch, но это... База. Это да, это основа, такой же, как Браво Перс. Просто из-за добавления Фенрира, как бы, Да. у тебя может быть 5 трап на карте Ты Фенрира. просто берешь и Браву, и Twitch, и ты просто у челов все обилки сносишь по-быстрому. Камеры вальки хакаешь, буллетпруфы хакаешь, ломаешь, неважно Да, что. да. И, ну, Если бы у нее ган был еще имбой, то Twitch была бы сильнее Браво явно. согласен. Флорес Флорес. база. Ну да, это сильный перс, которого контрят только мутилки. Мози жуки Мози часто жуки. в ранкине. Ну, руинят. Мози это есть Пашок троллит. В тренингах. Бегает в тренингах. Ну так, Флорес хороший перс, есть флешки, дроны. Ты можешь открыть софт-стену, можешь ломать щиты, ломать те же девайсы. Ломать камни азами. Камни азами, Главное, самое от чего главное, потому отталкиваться. что у тебя либо 2 хае, либо 2 чарджа аши, либо один гансикс, тебе надо чем-то ломать эти камни бесконечные, и вот Флорес как раз подходит под эту тему. Фроста, ну в текущем мете как будто бы это вообще имбина. Ну, я бы не то, что даже в имбину засунул, просто в базу. Просто потому что у Ну нее да, есть у него полторашка, шотган. хороший ган, шотган, щит и трапы, чтобы тебя не пушили каждый раунд просто. Хороший персонаж. Да или даже просто на рандоме, знаешь, кого-то там. Если кто-то у тебя во фрутрат попадет, ну типа, изи. Фуз, ну как будто сюда он летит. Ну, как будто, да, не совсем плох, но Ну мега и не впадло. хорош. Ну, впадло просто пикать его. Не, есть по ситуации на банке, допустим. Ну да, на банке там фузилки можно хорошие. задротские какие-нибудь фузилочки Или дать, на шале пол открыть. Ну, хотя с добавлением рэма, мне кажется, Да, как бесполезно все равно. смысла нет. Просто сложно реализовать грамотно эту тему. Либо ты идеально знаешь, куда она полетит, ты идеально знаешь инфу к противнику, и ты знаешь, что он не может убежать, тогда да. Но мало таких вообще спотов на картах, поэтому фуз не мега плох, но и не мега хорош. Глаз по ситуации. Ну да, это такой сильный перст, ты его не можешь взять. Обычно его берут при фастпуше в смоках, там, чтобы просто стрелять. Получают первый просто сквозь смок и все. Да. Или Варна выползает просто лежа. Да, и дает шанс. Гоя, Как будто база. ну не Сейчас, имба, не имба. нимба, да. Но, Но он- ну, достаточно сильно, но не слишком сильно. Возможно, даже ситуативный еще. Не, база. Ну, Очень, да. потому что его очень часто берут. Потому что сейчас люди очень много времени пытаются высосать у тебя в роуме, Ну по да. всей мапе бегать, И в прятаться. конце у тебя просто эти канистры горят бесконечно, ты не можешь ничего сделать, не зайти. И не причем зайти. это даже не зависит от Гоя, то есть он может эти 4 трапа поставить и побежать тоже там сфидить где угодно, там тянуть время до конца, а Гоя трапы просто взорвет один смог, который в сайте. У него еще вроде, у него импакты еще есть. Импакты, БП и блокиратор, по-моему, у него сейчас. Да, ну, короче, хороший персонаж. Да. Гридлок, я думаю, забыли в основном. Ну, даже Не, сюда. мне кажется, Сюда не. Ну, кто их пикает? Ну, впадло играть на это. Хангер вчера пикнул против нас. Знаешь И как почему? он сыграл? Это не важно. Знаешь, вот гридлок берут отчасти так же иногда, как и рэм. Потому что, ну, хоть рэм сейчас могут взять из-за вертикалки. Ну, но, рэм пушка но Мне тоже нормально. Нет, смысл, я тебе рассказываю, гридлок обилки в том, что ты ее кидаешь, и ты ничего не слышишь. Ну, может быть, да. Ну да, ее в основном поэтому берут. она Ну, ее редко заслуживает. берут по назначению, в этом минус персонажа. Короче, да, скрытый. Ну, есть потенциал, но его редко берут по назначению, потому что у 90% персонажей есть импакт, они просто ломают тебе все твои старания, которые ты строил, кидал эти кубышки, тебе все за секунду ломают, и ты просто отдыхаешь. Поэтому просто на звуках обычно швыряют. Грим, я считаю, это тир S. Согласен полностью.
Либо вот доделали, подработали, перс имба, либо ты просто прокидываешь соги в амайке, если тебе впадлу что-то придумать. 5 зарядов. Да, Очки. просто очки, этот боливчик у него есть, пушка хорошая, вообще супер перс. Спотишь челов нон-стоп, ничего сделать не могут. И никак это нельзя предотвратить. Просто, ты просто должен смириться с тем фактом, что у тебя пчелы тебя спотят. Все. Да. Хибана. Ну, база просто. Ну, типа... Это вообще ужас. Не, ну персонаж-то, обилка хорошая, но пушка это просто ад. Да. Это вот соболезную всем, кто играет на Хибане. Если вы кого-то убили, вы легенда. Это невозможно. Вот Шепарду на банке забанили Хибану, он наконец-то убил людей. Взял Эйса, нормальную пушку и убил. Ну, потому что, не, Хибана, в принципе, намного сильнее, чем Эйс. Ну, смотря как посмотреть. Типа, если тебе надо зайти в пропил, то тебе впадло на Хибане не тратить столько чар, чтобы сделать себе хороший проход. Но люки пилить, прокидывать аруни трапы, камни пилить азами. Вообще топ-тема. Но стрелять лучше не стрелять. Лучше дробовик взять Вот. и затроллить. Вот. Да не, ну почему? Просто бежать и убить одного хотя бы. На Орегоне шотган Хибаны вообще очень сильно Ну да. роляет. На консуле можно еще пикнуть, поприкалываться. Тоже, да. Короче, берите на Хибане шотган. Давай. Нафиг эту пушку, бесполезная вообще. Яна, Ну, как будто база, не то чтобы но прям... это не имба, да. Да. Ну, просто хорошая пушка, хороший энтри, персонаж. У тебя есть... Тебе задронили, сломали дрона, если тебе не могут задронить, сам себе обилкой дронишь. Кто не знал, можно обилку отменить, она на 50% быстрее Да, становится. да. Вот джойстик всегда отменяет, чтобы, если тебя не ломают, то это быстрее. И то он это узнал, по-моему, не так давно. Не, он, по-моему, первый еще кто узнал-то. Сразу. Да, Ладно, уверен. согласен. IQ? Ну, по ситуации. Да, Как бы это вообще как до сих пор шляпа полная. до сих пор ничего не дали из гаджетов, ну, в плане... Ну, она явно хуже вот этих персонажей. Ну, почему? Ну, она Ну, просто... ты ее не можешь пик запихнуть, потому что у тебя азами камни, Фенрир трапы, вся эта шляпа, а у тебя персонаж просто без ничего. Он просто говорит: о, тут Фенрирка, тут Валька. Не, ну, смотри, допустим, на каком-нибудь кафе на подвале за плечами нормально сойдет. Типа, ну, вертикалку сделать. Ну, может быть. Все засканить, дать инфу, как бы, брючами просто потолок разбить. Мне кажется, нормально, по ситуации сойдет. Ну, в этом-то и смысл этого тира, понимаешь? Вот именно тир Б, то есть по ситуации. Ну Конкретно да. какой-то определенной ситуации зайдет нормально. Ну да, но если ты еще какой-нибудь там Браве, Твиче дашь инфу, где что есть, чтобы они, так сказать, не рисковали своими дронами, а сразу ехали куда надо, то можешь еще нормально сделать. Но есть минус, что ничего не видно. Я ничего не вижу в этом датчике. Ты стоишь, слышишь, что пиликает, что ты видишь, но ты ничего не видишь. Ты можешь заспотить, и ты увидишь. Да, но ты иногда, ну вот ты типа крутишь мышкой, и видно пиликает что-то. Но ты не понимаешь, в каком месте она пиликает. Короче, Забудем. сюда и пихаем и все. Шакал. Ну, по ситуации тоже. Ситуация, да. Если ты понимаешь, что тебе там особо ничего ломать не надо, тебе главное выбить ром. Ну, если играешь против Сигрид. Просто берешь шакала и все. Убиваешь ром. Ягер? Ну, как будто между базой и по ситуации, да? Ну, соги, Мне кажется, больше по ситуации даже. ну, соги до сих пор полезные. Как бы, ну... Ну, соки, мне кажется, полезные с чем-то в комбинации. Ну, наверное, база больше, потому что что у него? Колючка есть, полезно, БП есть, полезно, соги есть. Колючки полезно. нету больше здорово. Нет колючки? Ну, БП есть, соги есть. Прикрепи БП. Блокиратор. Блокиратор, это, не знаю, зачем добавили, вообще бесполезная тема. Не поверь, если бы он блочил, там, когда дрон прыгает, хотя бы вырубал его на пару секунд, но так это вообще бесполезная тема. Каид? Ну, это как будто достаточно отличный перс. Ну, потому что у тебя перс заставляет тебя в атаке играть по-другому. Если у тебя там забанены все импишки, ты не можешь просто найти эту каидку. Ну, а с другой стороны, Но вот время как очень как его, допустим, грубо говоря, ты бы изменил? Вот, если он у тебя в ТРС, да, Никак. если это имба, что вот с ним можно сделать так, чтобы он, допустим... Ну, короче, блин. Ну, это, с одной стороны, имба, Ну, он очень но сильный, он типа. просто противный, на самом деле, он не имба. Он просто противный, потому что тебе приходится там пикать тэтчера под него, еще что-то пикать под него, менять свои планы под него. Ну, как будто база, да, больше такое. Типа, если он у тебя open, то лучше его, так сказать, хотя бы в этом раунде брать. Кали. Ну, как будто... Как будто сюда я впихаю, не? Ну, наверное, да. Я не Ну, знаю. мне кажется, вот этот перс Раньше. мог просто прилететь вот сюда, если бы у него, ну, как-нибудь получше эти, ну, его штучки, ну, штучки, да, колечки работали. Потому что ты ее кидаешь, она там ломает в миллиметре от себя и все. Ну, там не в миллиметре, но нормально, но... Но все равно снайперка, особенно в игре, где у тебя в упоре все сейчас просто прячутся, Ну, сейчас, да, сейчас. пикаются, сложно реализовать, карты все близкие, поэтому впадло на ней играть вообще. Согласен. Капкан как будто база. Сейчас потому что мета-трап. Ну, мне кажется, как будто уже привыкли к нему. Ну, Вот в всё какой-то равно. момент он был имбой. Не, ну он, очевидно, база, но мне кажется, он был даже вот тут, но просто подпривыкли уже, и поэтому Да, да. все капканы, так сказать, изучены, и просто сложнее стало как-нибудь подлавливать своих противников.
Но так персонаж нормальный. Лижен сейчас, мне кажется, вот так залетает. Согласен. Потому что дробовик, Дали шотган, да. импакты, пушка топ, лиженки можно грамотно кинуть. Там просто под окном 5 лиженок. Башенку построить. Да, башенку строишь. Вот мы, кстати, когда играли против Вульда, я башенку поставил, челу там ХП-30 снес. Он добежал в перемку. Леон, ну тоже сейчас имба. Ну, хотя, мне кажется, он... Не, ну имба. Ну, имба, да. Ну, как бы... просто стоять на месте. Как Но будто... в этой игре движение — это жизнь. Ау. Надо на месте стоять. Имба. Ну да, есть что-то такое. Комбинация еще с ДКЭБи вообще, ну, ничего не Ну, как будто все равно по сравнению, допустим, с Докоби или там... Ну, это мы потом вот так расставим. Ну да, да. Расставим мы просто похоже. Маэстро, Ну, по ситуации. Не то чтобы очень как плохо. будто бы вот сейчас вот так, потому что у тебя Браво его хакнет. Ну, вообще, сломают. да, Флорес сломает, маэстро хакнет, рукой разбить можно. Как будто бы он норм, если у тебя 15 буллипруфов и 2 маэстро камеры, чтобы тебе просто не хватило челов сломать их. Ну, вообще есть такое, да. Но в текущем мете он еще медленный, не может двигаться, ничего не может. Такой себе персонаж сейчас. Маврик. Ну, я думаю, ну, не то, что Тирес, мне кажется, просто, ну, вот, как Каид, понял? Ну, мне кажется, ситуативный, потому что еще то, что ты не все пропилы можешь его упилить. На некоторых Какие? ты просто, ну, не знаю, мне кажется, на том же этом, на Heaven Labs великом. Ты вот этот гараж будешь пилить, тебе 10 раз в те дырки убьют. Нет, там никогда не убивали. Ну, на нем надо уметь. Ну да, ну, Надо уметь. Опять же, ну, типа, Правильно потенциал двигаться. у оперативника, мне кажется, на вот... Ну, соло просто пилишь стены. Но не можешь их открыть соло. Тебе надо позвать. Ты всегда можешь, ну, вот, тебе может спокойно Ну, ты флор можешь открыть. распилить фул. Бак может открыть, Аша может открыть. Еще можно сделать первый слой, снять стенки и хаешку туда кинуть. Ну, это, кажется, такой перс задатком вот туда вот, Ну да. наверх. Ну, просто уникальный перс. Милуси, ну, как будто впадло сейчас они тоже играют. Ну, ситуативный как будто больше нет. Ну, тоже трапа, типа, такая можно. Если вот ты прямо играешь против таких людей, которые в сайт конкретно пушат. Ну да, Ты хочешь если взять себе и ты Фенрира, понимаешь, что они не и будут там Мелюс. особо задумываться, как что сломать, они будут просто лететь. Если ты еще, допустим, на шале банишь какую-нибудь Браву, да? Ну да, да. Милюсь вообще может с кайфом зайти. Ну да, да. Вот как раз с баном Бравы Милуси сразу резко растет. Мира, мне кажется, вот так просто залетает и все. Потому что перс... Больше базы, мне кажется. Потому что не то, чтобы прям мега имба сейчас. Но мне кажется, на самом деле, что это мега имба просто из-за того, что сейчас есть вот эти вот Солис, Азами, Валька та же. Типа Мира как-то на их фоне смотрится, как будто уже привыкли все, уже смирились, что ее никак в жизни не Ну, поменяют. рукой можно ударить твич-дроном, сломать, отсмочить. Ну да. Очень много ты можешь еще сделать. Мози, Ну, треники, One Love. Считаю, база. Ну, и просто из-за полторашки. Любой не персонаж. знаю, Ган мне вообще не нравится. Мне кажется, любой персонаж. 10 которого- пуль просто. Так зато какие 10 пуль, Какие понимаешь? 10, да? Ну давай. Любой перс, у которого есть Но полторашка, все равно он тащите будет потом сейчас. где-то с правой стороны похуже, чем все вот эти персы. Полторашки достоин уже. Мут. Ну, просто база из-за того, что есть шотган и ППшка. Ну, тебе нужны ротейты, тебе всегда нужны Ну, мутки ротейты. тоже норм тема, вот как раз таки Ну, на мутки, Даеби, доджить там. Против пропила он уже вообще не годится. Но чисто вот против фастпуши, ДКЕБи, там эхо встать на мутку, чтобы тебя не вырубили эходрон, вообще нормально заходит. Какого-то базы просто. Ног, я буду сейчас впадло очень на ней играть, если честно. Хаешки, мало персов с хаешками. Ну, по ситуации, вот если тебе нужны хае, и тебе там, не знаю, забанили Слэджа. слэджа, то можно взять, но пушка слабая, обилка сейчас тоже не очень. Такой себе персонаж. На мат, ну, По ситуации. тоже по ситуации, да. Вот если тебе надо там какие-то поджимы законтролить, норм, но все равно это не стопроцентная защита от поджима. Из-за того, что сейчас часто есть Соль и Азами, у них есть Да и в импакт. принципе, ну, ты подползаешь и почти всегда можешь отстрелить, не откидываясь. Ну да. Мне кажется, это надо им поменять на самом деле. Тогда на мат будет намного сильнее. Ну, простой опер просто. Да. Нечего сказать. Орикс, Ну, по ситуации тоже. ситуация тоже. Если тебе надо сделать много ротейтов на карте, много успеть всего, у него нормальная пушка, дробовичок, можно можно сносить эти бары, Да. чтобы не долбить их 10 часов, да. 2 стены снести, 10 хп потерять не страшно. Ротейтики поделать и там быстро переместиться, допустим, ты там на одном этаже. Ну, в люке залезать редко работает, когда обилка нормально, но если работает, то нормально. На банке нормально работает. Да, если она, так сказать, сработала, то ты обычно фланканул всю команду. Но то, что его слышно на полкарты, это такое себе. Ни разу не слышал. Всегда слышу. Аса. Ну, тоже по ситуации. Есть моменты, когда она может очень сильно заролять. Ну да, есть Особенно моменты, на есть бомбе. карты, где она может прям исполнить грамотно, но на постоянку, тем более, что сейчас надо, есть карты, где тебе надо сначала обязательно выбить ром, иначе не движется это, а вот с этим щитом в руках, что ты там будешь делать с этим ромом. Пульс, как будто впадло на нем играть, если честно. Еще. Ну, как будто, да, есть Соль. Он вроде и норм, но мега впадло. Зачем тебе ходить с этим датчиком, что-то, когда ты можешь взять ту же самую соль и сбить плент?
Просто побегать, поломать дроном, спрятаться, сбить плент. Ты можешь взять пульса, взорвать кого-то, но зачем, когда у тебя есть вот этот персонаж? Но это потом. Ну, как будто выпал немножко из метода есть. Ну да, он такой уже древний слишком. Надо его немножко, может, подбафать, что-то еще сделать. Сделать, чтобы он прям... Чтобы он ган за Чтобы он как соль очки врубал. врубал, только с пушкой в руках сквозь стены вил. Ну или просто соль занерфить. Ну да, Хотя может бы быть, все-таки пора раз. как раз. Последний раз, зачем будет ТТС, когда вот Эйс выходил, ну, просто пропил. Сразу ему там чарджи убрали, это поменяли. У него раньше пропил открывался еще на одну ниже. Да, и у него было, по-моему, 4 их, и смоки. Не, 4 не было. Было, изначально 4 у него было пропила. Может быть. Потом сделали 3, и что они по 2. У Рэм тоже 4 дрона сначала на ТТС было, что делали. А Зами Солис просто уже сколько? Невозможно ничего Ни себе одного сделать. кинжала не убрали. Ну, по-моему, чуть-чуть снизили, по-моему, что-то там действие у солидатчика вроде бы. Да не знаю, вообще, по-моему, ничего не поменялось. Ну или ничего. Рук Забудем. забудем, падлу играть. Ну хотя, бафнули, можно теперь вставать. Теперь постоянно, когда кто-то случайно берет руку, Но прикол в том, все что- берут армор, и потом, когда кто-то инжурит, уже лежит такой, говорят, один. Да, ему говорят, ты можешь И встать, просто чел. орут, вставай, нажми кнопку, вставай. Да, ну не знаю, ну просто такой перс, что вместо чего-то брать его мега в падлу. Если у тебя прям мега свободный пик, можно его прикалываться взять. Но так, Ну, хаешка же до сих пор не машотит, кстати, когда на тебя. ну да. Ну, я думаю, Но это тебе надо под это брать хил, потому что, ну, смысл тебе, что тебе не может хаешка сделать. получается великая комбинация. Да, Как она там? дук-рук. Дукрок. Да, вот. Сенс? Ну, я не знаю еще. Но по ситуации до сих пор есть моменты. Но мне И кажется, надо вот прям именно делать конкретную заготовку, потому что это такой Да, перс, да. который ты... Я бы даже сюда запихнул, потому что это такой перс, который бы ты... Ну, ты должен прям вот отдельную страту делать, четко изучить, как кинуть его штуку. это несложно, мне кажется, просто он сейчас выпадает больше из меты, потому что Варден практически всегда есть. Ну, Варден, соль всегда есть, ты не можешь просто фастплан сделать под его смоки. Есть такое. Ну, такой перс, не ситуативный точно. Вот, если повезет, сыграет свой слэш, ну, он, мне кажется, до сих пор в топе. Вертикалка, хаешки, нормальный ган. Что еще надо в атаке? Да. Ну, я не знаю, хотя у нас, правда, стоит как-то по тиру, потому что у нас Яна стоит в тир А слэш с У Яна Леоном. нет вертикалки. Ну, это понятно, но я просто Он оверолл. в мете текущий очень хорош. Ну, просто оверолл, мне кажется, любой бы пикнул Яну овер любого из этих персов. Ну, Яна навсегда в пике. Ну да. Слэш всегда в пике. Леон? Ну ладно, мы оценим по потенциалу конкретно. Обилка плюс Да. все остальное. Ну, просто вот Яна, по сути, хорошая пушка хаешки, а билка пойдет. А вот лыжа вертикалка, хорошая пушка и хаешки. Он и лучше, чем Ян. Согласен. Смог, но мне кажется, до сих пор... Не. Ну, щит убрали, вот сюда сместился. Ну, типа, ну, как будто по ситуации уже даже сейчас, типа, ну, ты просто себе, я говорю, я вот не представляю, как ты вот, как я, допустим, должен играть на муте или с маке с ППшкой, когда, ну, против тебя в атаке просто существует Аша, Яна, любые другие ганы, ДМРки, Леон, Твича, Браво, пушка. Ну, типа, а у тебя в защите есть Варден с полторашкой, Мози с полторашкой, Лижен, Орикс, ну, типа, у тебя есть дофигища Ну, классных тоже ганов. полторашка есть. А? ФМГ тоже полторашка есть. Ну, конечно, возьмешь ты полторашку. Ну, короче, да. перс норм. Ну, наверное, да, по ситуации, потому что есть карты, где ты никак не можешь динамить плент, кроме как с маком. И он в 100 раз лучше, чем вот этот персонаж, который он следующий. Я не знаю, я бы его сюда запихнул. Ты с этой штукой в руках стоишь, ты потом меняешь на ган, она горит там 2 секунды, тебе надо опять накидывать, потом перезаряжается час, тебя пушат под это. Пулемет особо не возьмешь, потому что он такой себе. Поэтому ради ротейтов... Ну, короче... Сработает очень редко. Плюс смог ты просто, ну, любой взял смока, кинул смог, попал. А этим ты вообще не знаешь, попал ты, не попал, либо ты изначально... Тут надо учить учишь, просто, да, да. учишь энглы, какие-то прокидки. Ну, такой перс, мне кажется, надо над ним работать еще много. Тэтчер. Тэтчер, ну... Как будто просто база. Не то чтобы слишком сильно. Ну, с введением EMP вот раньше был слишком сильно, Да. а сейчас просто EMP-шки всем есть. дали. Да, поэтому просто база. Ну, термит тоже база. Ну, хотя термит это единственный пропил, который, так сказать, откроет нормально стену. Ну, если ИСОМ не тратит 2 своих чарджа. Возможно. Ну, это никак его Ну, мне это кажется, да, не повышает, да. не понижает. Торн. Полторашка, Ну, база. Ну, не знаю, даже сюда может Да, нет, ситуация. полторашка база. Ладно. ТБ впадло очень мега играть. Мега впадло. Ну, в ранкеде можно, потому что хил в ранкеде всегда полезен. Тебе всегда накоцают, ходишь бесконечно хилишься, но как, ну, на серьезе думать, что надо взять ТБ вместо чего-то. У него ган не очень. Да, в принципе, не очень. Да, вообще не очень. Пусть Да, я не знаю, что ты работают. рассказывал. Пусть работают. Валька как будто база. Просто. Не заслуживает, Не знаю, мне чтобы... надоело уже. Это Валька. Сколько лет уже. Ну, так и что? Ну, Ты есть с такой камерой. опер. Ну, все. Ну, это ж не делает это прям супер-мега имбой. Типа, да, очень полезная. Ну, база, но ее получше потом все запихнем. Виджил. Боск.
Боск, троллинг. Let's go. Let's go. Ну, не знаю. Как будто просто впадло. Ну, не то, что... Ну, есть просто круче персы для роума, чем Vigil сейчас. Раньше был топ, сидишь, прячешься, там, уху, круто. А сейчас как будто, ну, Мне кажется, просто любого из-за того, перса что пикаешь. он не настолько плох, чтобы его туда пихать. Мне кажется, Ну вот да, он вот просто сюда. помимо Вышел из него... бета, вышел из Да, бета. помимо него есть посильнее просто сейчас персонажи. В Амай. И база. Ну да, дефолт. Полторашка, в Амайке. В Амайке нечего больше. Импакт вроде давнего. Да. Варден, ну как будто это Но сейчас, в силу того, что очень много смоков, фастпушей. Хороший перс. Ну, полторашка, Чьи-то ну, хер. заберут. Вроде. да, должны забрать. Но пока что, пока не забрали, Терес. Федрир. Терес. Спасибо разрабам. Это вообще респект. Опять вот персонаж имба, ничего Зашел. менять не будет. Зашел в Valorant поиграть, называется. Это просто, ну, на некоторых картах типа Орегона, кафе, где ты просто падаешь в люк, где у тебя коробка пространство метр на метр, и тебя слепит, все. Ты труп, ничего не сделать. Надо заранее ломать все это, искать. Но, ну, он имба, но если против него напикать всяких твичей, брав, то он не такой уж и сильный. Да. Рэм, Ну, как будто по ситуации. Да, не слишком сильная для базы. да. Вот. Есть если карта, где тебе надо сделать много вертикалки, ты не хочешь часто стоять долбить кувалдой или баком, берешь рэм, просто кинул дрончик и пошел. Ган нормальный, но надо уметь с ним стрелять. Ну, я как будто думал, что R4C с полторашкой будет пострашнее вначале. Ну, что-то... Ну, просто из-за скорости еще. Ну, да. Ну, хотя скорость прицеливания у всех Не, одинаковая. я говорю, мильный персонаж. Прицеливание у всех Ну и одно. что, ну, ты можешь бегать, углы какие-то распикивать, но... Согласен. Инга, ну это уже просто надоело, сил нет уже терпеть. Ну, как будто просто база нет. Нет, это имба, у тебя, вот там все говорят, Варден контрит ингу. Какая разница, что у тебя чел не слепой, когда у тебя 4 слепых? Ты же не можешь каждый раунд рассчитывать то, что у тебя Варден все. Ну, у тебя же не 5 человек в одной позиции стоит. Даже одной канделы 5 человек, ты не слышишь. Но если идет пуш, и челы там ставят план, Ну, я думаю, 2-3 максимум. нет, я ставлю однозначно. Ладно. Соглашайся. Данила ставит. Надоело это уже, это инга, бред полный. Зеро, очки, Ну, хороший как будто ган, бы- ганс X, камеры. Ну, я ну, просто мне кажется, сказал. он не дотягивает. мне Да, кажется, просто, ситуацию. это просто мы не юзаем. Против нас часто достаточно берут. Ну нет, только на банке. Ну, банк, где еще? Не, ну норм, ну, наверное, по На ситуации, кон- на да. контесте брали тоже. Не такой слабый перс, чтобы сюда его пихнуть. Зофия. Ну, как будто тоже по ситуации, если честно. Ну, она просто... Не... Просто Гана убили. Она лучше, чем Аша, в теории, потому что ты можешь сам себе станами прокинуть. Да. А если еще станы у тебя остались, ты можешь кого-то застанить даже станами. Но из-за ганов она ниже, чем Аша. Да, я просто думаю, что конкретно из-за того, что сейчас суперов больше в атаке, у которых посильнее ганы, она вот на тир ниже еще. Ну, да, конкретно сейчас. Сохраняем, отправляем разработчикам. Да, отправляем разработчикам, Скайфикс. пусть думают головой.